Всем привет! На связи инженер-электрик Якимов Игорь. Под роликами о реле напряжения поступило много вопросов о грозозащите квартиры или дома. Для этого применяется УЗИП – устройство защиты от импульсных помех. Реле напряжения функцию грозозащиты не имеет, но для правильного применения УЗИП нужно знать систему заземления вашего дома или квартиры. А уже об устройствах защиты от импульсных помех, о функции заземления и о том, как его сделать, поговорим в следующих роликах. Подпишитесь на канал, чтобы их не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Для чего служат системы заземления? Они применяются для обеспечения электробезопасности в зданиях и сооружениях. Для этого применяются искусственные заземлители, но подключены эти заземлители к энергопотребителям по-разному. В старых домах обычно применяется система TNC. Расшифруем это обозначение. Буква T с французского terra – земля. Заземление со стороны подстанции осуществляется через глухозаземленную нейтраль. N – Nente. Заземление к потребителям осуществляется через эту нейтраль. C – Combinate. Подача нуля и заземления на потребителя осуществляется через общий проводник PEN. Он же заходит в дом или квартиру. Фактически однофазное питание помещения осуществляется по двухпроводной схеме, а трехфазное по четырехпроводной. При этом шины заземления в многоквартирном доме не предусмотрено. В моей квартире как раз применяется такая система. Ее можно превратить в систему ТТ, если смонтировать и подключить к щиту дополнительное заземление. Это я собираюсь делать со временем. Что это за система ТТ, я объясню позже. В старых домах, но уже с модифицированной проводкой, чаще применяется система TNCS. По этой системе, как и в системе TNC, в дом заходит проводник PEN, объединяющий нулевой провод и заземляющий. Но потом, или вообще в домовом щите, или в этажном, он разделяется на защитный 0 PE и нулевой N. Буква S в обозначении системы означает separated, разделенный. А уже в квартирном щите есть две шины, нулевая и защитный 0. Однофазная проводка в квартире делается по трехпроводной схеме, трехфазная по пятипроводной. К самому дому питание подводится четырехпроводным кабелем, так же как и в системе TNC. В новых домах чаще применяется система TNS. Как я и говорил, буква S означает separated, разделенный. Нулевой проводник N и защитное зануление PE идут от подстанции отдельными проводами и заводятся в дом раздельно. Это наиболее современная система заземления многоэтажных домов. Питание к дому подводится по пятипроводному кабелю. В частном секторе чаще применяется система ТТ, то есть Terra-Terra, земля-земля. Нейтраль трансформаторной подстанции заземляется отдельно, а потребитель имеет отдельное заземление. Для частных домов я такую систему заземления и рекомендую. Эту систему можно сделать, добавив в системе TNC дополнительное заземление. Такую систему заземления я собираюсь сделать у себя в квартире. Следите за моими роликами на канале. Есть еще система IT, где на подстанции нейтраль изолирована. Но эту систему рассматривать не будем, так как она используется в медицинских учреждениях и особо опасных производствах. В жилых зданиях она не используется. Узнать о своей системе заземления можно в энергоснабжающей организации. Но учтите, что лучше спрашивать на уровне инженерного персонала, так как обычные работники часто в этих системах путаются. В следующих видео я буду рассматривать подключение УЗИП. Схема подключения УЗИП зависит от системы заземления в вашем доме. Если вы будете подключать УЗИП, то рекомендую это видео пересмотреть еще раз и определить систему заземления в вашем доме.
Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Свои вопросы и свой опыт оставляйте в комментариях. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых роликах.